Дети, рожаем физику. Самые счастливые малыши будут зачаты в августе и начале осени. Они вырастут очень одаренными. А вот рожденные этим летом дети будут обладать сложным характером, но при этом незаурядным умом. Из них получатся математики, физики, ядерщики, археологи. Вижу, что в конце лета Анна Хилькевич станет мамой очаровательного мальчика, о котором давно мечтала. А у Александра Овечкина и Анастасии Шубской будет двое малышей. Мальчик вырастет очень похожим на покойную бабушку, Веру Глаголеву. Жена экс-продюсера «Дома-2» Наталья Варвина в течение нескольких лет подарит ему дочку. По судьбе у пары двое детей. Супруги счастливые, но все в семье держится на позитиве. Наташа. Отдых. Едем на Байкал. В этом сезоне россияне отдадут предпочтение курортам Сочи и Крыма. Хороший отдых также возможен на реке Волге, озерах Байкал и Сык-Куль. Многие отправятся в Турцию и Латвию. По энергетике чувствую, что лучше не летать далеко. Откажитесь от поездок в Африку, она ужасно загрязнена. Вижу обострение инфекций на Кубе и во Вьетнаме. А в Египте в ближайшее время вспыхнут революционные перевороты. Дане Борисовой, которая недавно отдохнула с дочкой, советую не совершать ошибку и не подключать к отношениям бабушку, которая негативно влияет на мнение внучки о матери. Также в жизнь журналистки вскоре постучится долгожданная любовь. Здоровье. Голодаем раз в неделю. Нас ждет аномально жаркое лето. Чтобы легче перенести высокие температуры, советую пить сок из лопуха и есть салаты из клевера. В идеале, раз в неделю устраивать отдых для организма и голодать. Данная мера является эффективной профилактикой многих заболеваний. Принимайте поменьше медикаментов. В прошлом Юлия Ночалова долго сидела на таблетках для похудения. В качестве побочного действия у нее образовались наросты на костях. Это мутация, а не подагра, как она всем рассказывает. Впрочем, у Юли все будет хорошо, она сможет приостановить болезнь. Евгений Осин с трудом вернется к нормальной жизни. Ему встретится человек, который поможет в том числе реализоваться и в творческом плане. Финансы и бизнес. Покупаем вторичку. Советую держать сбережения в разных валютах, но в одинаковых пропорциях. Стоимость жилья немного вырастет. Не стоит брать ипотеку, так как курс продолжит оставаться нестабильным. Выгоднее приобретать вторичные квартиры за наличный расчет. Предприниматели будут вкладывать деньги в строительство и покупку недвижимости. Летом бизнес у многих пойдет в гору. Например,
Из Нюши, которая недавно создала линейку одежды, получится неплохой дизайнер. Возможно, певица откроет бутик. А вот Валерии, выпустившей ланчбоксы с правильным питанием, нужно чередовать работу с отдыхом и больше не худеть. Спорт. Болеем за наше их самое громкое событие – чемпионат мира по футболу. Наша сборная зарекомендует себя как сильная команда, несмотря на отсутствие ярких побед. Особую похвалу заслужит вратарь команды Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смайлов. Также узнаем и новые имена. Возможно столкновение среди болельщиков, однако это будет предсказуемо и полиция погасит конфликты. Вижу, что есть опасность теракта, но его предотвратят. Всех соучастников быстро поймают. Отношения. Идем в ЗАГС в августе. Сейчас многие чувствуют себя морально опустошенными, силы вернутся только к концу сезона. Романы, начавшиеся в первые 2 месяца лета, рискуют стать быстротечными. Поэтому серьезные отношения рекомендую заводить в августе, который идеален для заключения брака. Роман Виктории Бони с французским миллиардером Пьером Андюраном, увы, не выльется в торжество с кольцом и белым платьем. Сейчас их отношения наполнены страстью. Но за красивыми ухаживаниями скрывается прижимистый человек с тяжелым характером. Именно это и оттолкнет Викторию. Не дойдут до ЗАГСа и звезда Чамеда-Ломан Екатерина Варнава с танцором Константином Микеньковым. Это любовь, но они совершенно разные. Варнава, женщина карьеры, буквально подавляет Костю. А вот союз принца Гарри и актрисы Меган Маркл кармический. Однако не все так радостно. Королева Елизавета II долго не сможет принять Меган, женщину не голубых кровей. Но Маркл далеко не глупа, она стойко выдержит все испытания и сделает Гарри счастливым. Ольга Бузова не найдет мужа на новом проекте, съемки которого намечены на лето. Однако вскоре начнет строить огромный дом, похожий на королевский замок, и все будут это обсуждать. Не готов к браку и холостяк Егор Крид. Певец не останется с победительницей шоу, сейчас ему куда важнее он сам и сцена.